Добрый день! Сегодня я хотела бы рассказать вам о картине Курбе «Хижина в горах». Это очень небольшая вещь, она находится в нашей экспозиции, но несмотря на свои действительно маленькие размеры, она очень известная. Ее знают в мире как одно из ключевых произведений этого художника, и она всегда участвует в самых крупных и самых важных выставках Курбе. И история ее создания очень необычная, и надо сказать, что в тот период, когда Курбе работал над этой картиной, можно сказать, что вся жизнь его абсолютно перевернулась. Дело в том, что, вы знаете, Курбе это был такой очень известный художник, представитель французского реализма, который всю свою жизнь посвятил борьбе с какими-то академическими принципами, которые мешали развитию изобразительного искусства. И это была такая центровая, я бы сказала, ключевая фигура французской художественной жизни, парижской художественной сцены середины XIX века. И в какой-то момент, когда случилась революция, очередная французская революция, это была Парижская коммуна 1871 года, Курбе, как такой художник и вечный борец за свободу искусства, был назначен главой комиссариата, то есть, в общем-то, отвечал за все развитие такого революционного французского искусства. И в тот период, когда это происходило, собственно, во время революции, в ходе революционных событий, была снесена и разрушена Вандомская колонна, такой важный памятник французской монархии. И когда произошла реставрация, когда очередная французская революция закончилась неудачно, то Курбе, как, в общем-то, бывшему руководителю, пришлось отвечать за все содеянное во время революции. И, в частности, после такого довольно мучительного суда ему был представлен очень большой счет, когда он должен был, с одной стороны, заплатить огромный штраф за разрушение Вандомской колонны, а с другой стороны, восстановить ее на свои деньги. Естественно, это было абсолютно невозможно, ничего подобного, никаких похожих даже на правду у Курбе денег не было, и он вынужден был убежать из Франции и оказаться, будучи уже, в общем-то, не молодым человеком, практически по нынешним временам в том самом критическом пенсионном возрасте, он был вынужден оказаться в маленькой глухой деревушке в швейцарских Альпах. И, конечно, для него эта ситуация была абсолютно беспрецедентная, потому что мало того, что он, в общем-то, выключился физически совершенно, да, из вот этой вот бурной французской жизни, да, своего, к которой он привык, и в которой он привык, собственно, которой он привык руководить даже, да, отчасти, он еще, конечно, стал персоной нон-грата, и с ним не контактировал практически никто из его бывших заказчиков, никто из его бывших дилеров, и он оказался предоставленным самому себе. И, казалось бы, это должно, конечно, совершенно раздавить вот такого немолодого человека, оказавшегося вдруг в горах, в глуши, на периферии жизни. Тем не менее, он продолжает работать, продолжает писать, и вдруг создает совершенно необыкновенные картины, необыкновенные пейзажи. Если вы помните, вещи Курбе, произведения Курбе, они всегда очень провокативные, очень революционные. Начиная от его больших работ, таких как «Похороны в Арнане», или как мастерская художника, и заканчивая тем, что он первым стал изображать женщин там полусвета, какие-то совершенно непритязательные, даже иногда отвратительные сюжеты, там, дохлых рыб и так далее, потому что, собственно, основная идея Курбе заключалась в том, что художник имеет право изображать все, что он хочет, все, что он считает нужным, он может помещать к себе на картину. И из-за того, что Курбе очень много заботился именно об этих вот идеологических составляющих произведения, ему далеко не всегда удавалось сосредоточиться, собственно, на его эстетической стороне. То есть, и поэтому его работы иногда выглядят такими даже агрессивными по цвету. Но тут, оказавшись наедине с природой, у художника вдруг неожиданно появилось время оглянуться вокруг себя, не знаю, помедитировать, в конце концов, как сейчас это принято говорить, и насладиться просто невероятными красками этой альпийской природы, которая, как вы понимаете, с одной стороны, может быть немножко однообразна, когда у тебя вокруг один маленький домик и просто вершины гор, но с другой стороны, которая, конечно, бесконечно изменчива, потому что ничто так быстро не меняется, как погода в горах, свет и общее такое настроение в пейзаже. И Курбе, которому, в общем-то, эти понятия эстетического состояния, да,
картины, эстетического состояния, не знаю, окружающего мира были глубоко чужды, вдруг начинает этим невероятно увлекаться. Он пытается передать вот это изменчивое небо. Это очень хорошо видно на нашей картине. Для этого ему приходится совершать массу неожиданных экспериментов, потому что, чтобы передать вот легкость и прозрачность облаков, он, например, периодически перемешивает свои верхние слои краски, верхние лессировки, он перемешивает их с лаком, чтобы они были более нежными, воздушными, блестящими. То есть это требует какого-то совершенно иного подхода к искусству. Да? Он создает абсолютно прекрасные пейзажи, наполненные светом, воздухом. Он начинает очень тонко относиться к таким вещам, как цветовые акценты. Их начинает очень изящно и правильно расставлять. И вдруг неожиданно оказывается, что вот это изгнание, ссылка и изоляция оборачиваются для него таким уже очень поздним, да, открытием и окружающего мира, открытием мира природы и неожиданно формированием новой манеры письма, нового стиля, который выглядит на самом деле гораздо более модернистски по сравнению с его даже самыми такими революционными, самыми актуальными вещами. Большое спасибо.